Дорогие друзья, всем привет! Рад, что вы забрели на мой канал Food Court. И сегодня я хочу показать вам, как приготовить удивительное блюдо. Это свиные ушки в азиатском стиле. Ну, конечно, прежде всего мне потребуются свиные уши. Вот такие 3 экземпляра оказались у меня в руках. Именно 3. Не так просто сейчас найти такой качественный продукт. Оказалось, я нашел их в китайском магазине, упакованные по 3 штучки в замороженном виде. Прежде всего необходимо, конечно, уши подготовить. Их необходимо тщательно почистить, разрезать ушные раковины и вот там все очень тщательно, внимательно посмотреть и привести их в идеальное состояние. Рецептов приготовления свиных ушей невероятное множество, но я решил приготовить их именно в азиатском стиле. Вес этих 3 свиных ушей примерно 600 грамм. И вот, исходя из этого, я сейчас начну тепловую обработку. Самый простой способ — это просто отварить уши в воде с добавлением кореньев, моркови, лука. Но я, как всегда, решил не искать легких путей и решил приготовить свиные уши в су-вид. Прежде всего я решил немного подсолить уши, поскольку в соусе, который я буду использовать в этой закуске, будет соевый соус, поэтому он достаточно соленый. Поэтому перед тем, как упаковать уши в вакуум, я слегка их присолил. Почему именно су-вид я выбрал в качестве тепловой обработки? Вываривая уши в воде до полной готовности, естественно, уходит коллаген, вываривается в воду. А я решил получить продукт, который полностью сохранит все свои свойства и качества, в том числе и коллаген. Вот такой эксперимент я затеял. Каждое ухо отдельно я запаковал в вакуум и решил приготовить их в су-вид на одном температурном режиме 68 градусов. Но одно ухо я буду готовить 8 часов, второе 16, и третье ухо я решил приготовить 24 часа. Если у вас нет су-вид, не заморачивайтесь, просто отварите в воде до полной готовности. И вот, пожалуйста, готовый результат. Через 8 часов я попробовала, они еще были не совсем готовы на мой вкус, но через 16 часов этого было вполне достаточно для получения готового продукта. Консистенция получилась мягкая, нежная, хрящик хорошо жуется, слегка похрустывает. И вот то, что я хотел получить, это именно сохранение всего коллагена. Друзья, если вы все еще смотрите это видео без подписки, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Поставьте лайк. Поделитесь этим рецептом в социальных сетях. Буду вам искренне благодарен. Этим вы поможете в развитии и продвижении моего канала. Ну а теперь я продолжу приготовление нашего блюда. Уши нарезаю тонкой-тонкой соломкой. 2-3 миллиметра будет вполне достаточно. Теперь я начну готовить специи и приправы для соуса. Острый жгучий перчик я освобождаю от семян, нарезаю тонкой полоской и нарублю мелким-мелким кубиком. На 3 свиных уха, 600 грамм примерно, я взял 1 перчик. Вы можете добавить острый жгучий перец по своему вкусу.
Теперь я мелко порублю одну крупную головку чеснока. На этот объем соуса, который я хочу приготовить, этого будет вполне достаточно. Опять же, чеснок вы можете добавить больше или меньше по своему вкусу. Теперь на разогретую хорошо сковородку я выливаю 50 мл растительного масла. И сейчас я буду обжаривать порезанные мелкой тонкой соломкой свиные уши. Уши я буду постоянно помешивать. На высокой температуре мне необходимо их не просто разогреть, а слегка обжаривать. Дело в том, что уши покрыты были после тепловой обработки в су-вид таким очень сильным толстым слоем коллагена. И вот этот коллаген сейчас будет расплавляться и образовывать вот ту основу соуса вместе с другими ингредиентами, который даст вот этот самый интересный неповторимый вкус, который невозможно получить, если просто сварить свиные уши в воде. Теперь я добавляю мелко порубленный чеснок и острый перец и начинаю обжаривать это все вместе с ушами. Теперь начинаем добавлять специи. 1 чайная ложка молотого кориандра. 1 чайная ложка молотой копченой паприки. Все это вместе тщательно необходимо перемешать. Теперь я добавлю 1 столовую ложку сахара. Начинаем создавать вот ту гармонию вкусов, которая присуща только азиатским блюдам. Все тщательно перемешиваем. Сахар отвечает в этом блюде за сладкий вкус. Затем я добавляю 2 столовых ложки лимонного сока. А лимонный сок отвечает в этом блюде за кислый вкус. Теперь я добавлю 50 мл соевого соуса. Соевый соус отвечает за соленый вкус. Теперь 1 столовая ложка соуса терияки. Этот соус имеет такой сладковато-соленый терпкий привкус. Добавляя поэтапно все ингредиенты, я продолжаю постоянно перемешивать наше блюдо. И таким образом даю немножко выпариваться всем этим соусом, создавая такую густую вязкую консистенцию. Затем я добавляю 1 столовую ложку устричного соуса. Устричный соус, конечно же, это визитная карточка и китайской, и тайской кухни. Если в ходе приготовления этого блюда слишком происходит загустение, можно добавить чуть-чуть воды и продолжать помешивать это блюдо постоянно. Теперь я добавлю 1 чайную ложку острого перечного соуса чарапча. Этот соус имеет очень концентрированный и ярко выраженный перечный вкус. И он добавляет остроты, конечно, к этому блюду. Ну вот, фактически наше блюдо готово. Я собрал вместе 4 базовых вкуса азиатской кухни. Это кислый, сладкий, острый и соленый. Друзья, если вам понравился этот рецепт, подписывайтесь на мой канал.
Поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. Оставайтесь на фудкорте, будет много вкусного и интересного. И вот наше блюдо готово. Накрываю крышку, убираю огонь, даю постоять еще минут 10-15 и можно подавать.